Привет! Я Амара, веду канал о красоте и здоровье, и сегодня у нас видео 2 в 1. Во-первых, мы сделаем макияж к 8 марта, а во-вторых, мы затестим, попробуем вот эту вот палетку теней от Revolution Makeup. Это палетка из адвент-календаря, и я все никак не могла сделать на нее обзор, наконец-то у меня дошли до этого руки. Ну что, очень хочу ее попробовать, давайте приступать. Поехали! И мы начинаем макияж. Я начинаю с самого темного цвета, вот этого сливового матового. На небольшую плоскую кисть набираю и начинаю выстраивать форму будущего макияжа. Делаю небольшую стрелочку. Здесь я вырезала этот момент, но тени сразу осыпаются. И мне пришлось подчищать большой кистью, убирать осыпавшиеся тени. Дальше я беру вот этот вот красноватый цвет и хочу растушевать стрелку, но сам цвет очень красивый, но не насыщенный. То есть я для того, чтобы растушевать цвет, должна набирать и набирать тени. Дальше я перехожу к вот этому красивому терракотовому оттенку, набираю его на среднеплоскую кисть и оформляю складку века. Очень необычный цвет, он и не красный, и не оранжевый, и довольно насыщенный. Его я буду растушевывать вот этим светлым, таким розово-персиковым оттенком. Здесь, конечно, нет никаких проблем с растушевкой, и цвет очень нежный. На плоскую кисть я набираю вот эту сливовую сияшку и кладу ее во внешний уголок глаза, ближе к стрелке. В принципе, наносится даже кистью довольно неплохо. Обычно сияшки нормально ложатся только при нанесении пальцем, здесь же я смогла нанести даже кистью. Дальше я уже на палец набираю сияшку цвета шампанского и наношу на верхнее, на все подвижное веко. Здесь у меня тоже никаких проблем не возникло, все наносится нормально. Я набираю вот этот коричневый на небольшую кисть, потому что я хочу попробовать как можно больше оттенков. И оформляю им внешний уголок нижнего века. Цвет такой довольно необычный. Из этой же серии беру оттенок чуть светлее и наношу его на нижнее веко во внутренний уголок. Эти цвета сочетаются неплохо, но для нижнего века, наверное, это спорный вариант. Далее я беру светлый растушевочный на пушистую кисть и просто слегка подтушевываю нижнее веко, а также наношу его под бровь, чтобы еще больше сгладить переход и растушевать тени прямо в кожу. Затем на небольшую кисть я набираю вот эту светлую сияшку и оформляю внутренний уголок глаза, чтобы поставить такой блик и освежить взгляд. Также я наношу небольшое количество этой сияшки под бровь, чтобы открыть, распахнуть взгляд. И этот оттенок, кстати, мне очень понравился. Затем на эту же кисть я набираю золотую сияшку и кладу ее на середину нижнего века, чтобы сделать такой золотой блик. В целом макияж почти закончен, только мне захотелось добавить чуть больше интенсивности в стрелке, и я дублирую самым темным оттенком еще раз стрелку и прохожусь остатками продукта на кисти по всей линии роста ресниц, чтобы просто затемнить ее немного. Ну что, вот такой результат у меня получился. Во-первых, мне нравится макияж, какой он получился, но это в большей степени не из-за палетки, а из-за того, как я его сделала. Как бы странно или громко это не звучало. По поводу палетки. Я, честно, думала, что будет лучше, потому что я ожидала большей пигментации от матовых оттенков, большей укрывистости от сияшек. Они такие очень полупрозрачные и ложатся с трудом. Мне понравилось пару оттенков, вот такой как бы терракотовый, такой розовый, неплохие сияшки, есть темные, и в целом палетка сбалансированная, но тени немножечко, а иногда даже множечко сыпятся,
И, как я уже сказала, не хватает пигментации. Плюс почти все цвета теплые, а славянский цветотип, он все-таки больше и чаще холодный. Так что в целом палетка неплохая, но при условии, что вы сможете ей работать. А так, здесь можно собрать много цветовых сочетаний, цветовых комбинаций и сделать довольно много интересных макияжей, в том числе на 8 марта. Но, конечно, я ожидала качества немножко получше. Я думала, что это прям вот такой заменитель Наташи Деноны, но это, такой средний хороший продукт. Вот так. Пиши в комментариях, как тебе макияж, пробовал ли ты эту палетку или, может быть, что-то из бренда Revolution Makeup. Обязательно ставь этому видео ракету, подписывайся на канал и жди новых видео. С тобой была Амара. Пока-пока и с наступающим 8 марта.